Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 марта. Давайте узнаем, что по судьбе в этот период с 10 по 20. А астрологически это у нас период ретро-меркурия, мои дорогие. Но тон задал, видимо, или задала полнолуние в вашем знаке зодиака 3 марта. И мы чаще говорим, что полнолуние – это завершение чего-то. Но, наверное, не в этом году и точно не в этом месяце, потому что вот ретро-меркурий до 20 марта нам возвращает какую-то историю. Март месяц, он сам по себе, когда прошлое возвращается, но чтобы окончательно, как бы разобраться, расставить все по местам, навести какой-то порядок, и одновременно закладывается фундамент нового жизненного цикла. Поэтому будьте внимательны к знакам. Может показаться, что какая-то мистика происходит. Должна сказать, у нас в марте очень много планетарных транзитов, которые именно в знаке Рыбы. И Солнце у нас будет в Овне с 20-го, и значит больше ясности, как бы приток активной жизненной энергии, вот такое мягкое пробуждение, но с глубоким переосмыслением каким-то у нас происходит. Ну, а вплоть по 19 это еще пока и Солнце в Рыбах, и Марс в Рыбах, представляете? Я должна сказать, что нам помогает Венера. И все вопросы Венеры – это вот наше благополучие. Так вот, до конца марта месяца, 6 марта, Венера, тем не менее, в Овне. Ну и Юпитер у нас с 11 марта тоже уже в прямом движении. Но это не говорит о том, что что-то мы тут можем кардинально исправить, изменить. Ладно, давайте с вами рассмотрим, что в вашей жизни происходит или какие подсказки нам дадут карты. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. И первые три карты, три знака судьбы. На чем делают акцент карты? Или заострить ваше внимание, как три подсказки или как какие-то события. Второй знак судьбы, что там спешит в вашу жизнь, что случится, что произойдет, как по судьбе для вас. И дополним картами Таро. Если уж мы заговорили о ретро, значит какая-то ситуация дежавю. Кстати, у кого-то может быть связано просто с поломкой. Почему так говорю? Потому как ретро-меркурий – это, конечно, нарушение средств коммуникации, кстати, взаиморасчеты. Тут тоже могут быть и перемены, или как какая-то конфигурация, да, взаиморасчетов меняется. Вот будьте к этому готовы. Ну и приборы выходят из строя, или какие-то расписания сбиваются, да, маршруты. Будьте где-то к этому тоже готовы. Но если мы о прошлом, что неожиданно из прошлого, в чем вы, возможно, поставили точку, а оказалось нет, запятая, продолжение следует. И что скоро произойдет? Вот именно какое-то ключевое событие в эти 10 дней. Ну и что же будет дальше? Отдаленное где-то будущее, к чему это все идет? Зачем это все было нужно? Что ждет в жизни личной, в любви и в целом вопросы взаимоотношений? Что ждет в финансах, мои дорогие? И ваши достижения. У кого-то работа, у кого-то учеба, важные контакты, встречи, может быть и документы. Здесь у каждого что-то свое. Итак, первый знак судьбы. Ну да, жизнь по новым правилам. Хотим мы или нет, уже у вас как будто не столько прошлое, сколько отстраивается вот этот самый новый жизненный цикл. Для вас, может быть, так сложится обстановка, вы можете сами оказаться среди тех людей, кого вы не знаете. Или тех людей, когда вы не знаете, что от них ждать. Вот, кстати, такой момент тоже. Будьте готовы, что и для вас может сложиться такая палитра событий, когда вот надо быстро куда-то поехать. Я должна сказать, что будет достаточно сил. Смотрите, второй старший аркан. На вас, мои дорогие девы, будут именно оказывать влияние по старшим арканам события извне. Или события, которые происходят, может быть, в вашем окружении, с вашими близкими, может быть, родственниками. Что-то вы будете слышать. Вот тут вот все-таки с нулевым арканом явно сглупить никак нельзя. И карта независимого человека, тот, который не говорит многое. Вот смотрите, здесь могут быть и такие истории, паш мечей с одной стороны. Это буквально какая-то весть к вам приходит, и вы не понимаете, что мне с этим делать. Вот я такого не исключаю. Но тут у нас колода 78 дверей.
Закрытых дверей нет, тем не менее. Но могут за вами наблюдать. Почему нет? Но точно так же и вы можете наблюдать за кем-то. Тут именно какая-то двойственная ситуация, когда нужно держать ухо востро. Вот этот джентльмен, который выходит из дома своего богатого, он так уверенно выходит, он даже и не подозревает, что там за углом какой-то молодой человек почему-то наблюдает за ним. Вы можете быть тоже, как вот в позиции молодого человека, потому что вам нужно перед тем, как дать ответ, или перед тем, как принять окончательное решение. Вам нужно как распытать или прояснить для себя, может быть, найти информацию, и вы ее таки найдете. Слушайте свою интуицию, у нас время такое, да, знак рыб. Поэтому я и говорила, мистика, мои дорогие. На самом деле причина и следствие. Могут возвращаться даже те вопросы, в которых мы раньше думали, что, уже как будто все прояснено. А тут какой-то новый заворот или поворот судьбы. Или, как знаете, обстоятельства, может быть, дела открываются, да, и вам в этом нужно, для того, чтобы подвести важный итог. Как и взаимодействовать, и причем с учетом двух старших арканов, совсем не в тех паттернах, к которым вы привыкли. Может быть, и найти какую-то достоверную более информацию, разобраться, да, как будто не поставить себя все-таки под удар, но и в то же время карты будут говорить, что вот для чего это все необходимо. А вот именно на будущее какой-то процесс или сюжет будет с этим связан. Второй знак судьбы. Что же там случится, что произойдет? А ведь и правда, какие-то пути дорожки вам явно не избежать, аркан колесница. Вообще это перемены. Мы с вами вот как раз и говорим только о перемен. Это карта успеха, и это может быть как карта случая, когда мы не должны терять времени даром. Я часто говорю, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. И поэтому здесь могут быть действительно как и новые люди, так и совершенно новые сюжеты, какие-то новые обстановки. Или когда вы слышите информацию, и она вас тоже удивляет. Но как будто не оглядывайся назад, нам говорят. А вообще, должна сказать, карта популярности именно в этой колоде. От того, как ты договоришься, будет зависеть и популярность, и решение вопроса, и твой успех дела в будущем. Вот конкретно так. Но это должно быть какое-то, такое более цельное партнерство, потому что нам дети показаны, обратите внимание, они обмениваются подарками. То есть ты мне, я тебе, вот что-то такое. И хотя это кубки, двойка кубков имеется в виду, это карта верности, это карта искренности. Для вас имеют значение надежные люди. Вы сами надежные. Может быть, это и вы будете так вот просто. Я такое допускаю, что для кого-то из вас это вихрь каких-то событий. Как и новостей, так и обстоятельств. И вам придется постоянно, где-то свою траекторию четко просчитывать, на что вам согласиться, а что, как будто вам туда не надо. Вот правда. И, может быть, вам отчасти будет помогать дополнительная информация, или когда вы ее будете находить. Но есть здесь какая-то еще, как неразбериха или какой-то такой двойственный момент. И у каждого в своей сфере жизни проиграется. Поэтому это, знаете, как вы можете чувствовать, что, как развилка судьбы. Это как ситуация, правда, между прошлым и будущим. И вот таких вот выборов может быть не один. И они могут касаться как и конкретной ситуации, сложившейся обстановки, но точно так же и людей. Вот я такое тоже могу предположить. Третий знак судьбы. Как будто нужно куда-то попасть нам, да? Двери закрыты. Но дело все в том, что даже если бы была эта дверь открыта, мы бы туда не вошли. Вот нам о чем говорят. Какая-то ситуация, которая как замерзла, застоялась. Может быть, и вы уже на что-то махнули рукой. Может быть, это сложилось когда-то очень давно, а за последнее время у вас как раз вот эта самая давняя проблема постепенно, может быть, даже начала, как двигаться вперед или разрешаться. И я могу даже предположить, кто-то из вас мог столкнуться, может быть, даже в конце февраля. Потому что именно в конце февраля ретро-Меркурий у нас начал свое движение, именно петля началась с Меркурия. Более того, 28-го это был парад планет. Поэтому для кого-то из вас то известие, или как будто мы, да, вот уже намеревались что-то делать, мы уже для себя с чем-то определились,
И вдруг вот мы шли-шли, бац, остановились. Мы теперь не знаем, а что же дальше. Как будто куда мы стремились, но уже и путь закрыт, или ну каким образом туда попасть. Это может быть, конечно, ситуация, когда вам нужно себя сохранять. Все-таки по четверке Пентаклей, это пентаклевая карта, быть внимательным к деньгам. Это безусловно. Карта жадина, иногда мы ее называем. Но все же в нашей колоде 78 дверей. Нам именно говорят то, что вы сегодня, это как знак судьбы, считаете для себя минусом, а на самом деле это ваш плюс. Девушке кажется, как я могу попасть в эту дверь? А тут ведь не дверь важна, а попасть именно в пространство. Поставьте как-то альтернативный вопрос, который вам напоминает тупик именно так. И вот то, что вчера, как рост, казался недостатком, это будет преимущество. Более того, как разведку, да, какую-то она может совершить, заглянуть за этот забор и увидеть, надо мне туда или нет. А если надо, так можно и перелезть. Вот где-то, правда, две четверки. Точнее, две карты, извините, паш мечей. Две карты, которые будут о наблюдении, о раздумывании, о каких-то поиске нужной информации или поиске правильных действий, нового пути или каких-то новых возможностей. Здесь я должна сказать, что могут стать вот как на паузу даже вопросы, которые были связаны с взаимоотношениями. У кого-то взаимоотношения с близким человеком или у кого-то родственники. У вас выпадает карта мага. И в некоторых колодах даже прописано в верхних углах, в левом углу знак Меркурия, это ваша планета-управитель, а в верхнем правом углу либо Дева, либо Близнецы. Ну, соответственно, знаком зодиака, поэтому время вашей силы, но совершенно каких-то других действий. Как будто даже себя нужно позиционировать несколько иначе. Может, это для кого-то покажется странным, зачем мне это нужно. А тут ведь нам, посмотрите, как будто с первого аркана, с нулевого нам говорят, будешь пробовать, как в прошлом, какие-то методы, ничего не получится. Может быть, даже где-то карта предупреждает. Ты себя можешь загнать в тупик, если будешь действовать как прежде. А если, ну ведь это у нас все-таки великий манипулятор, который, ну манипулятор я не подразумеваю чего-то плохого. Но тут сама задача какая-то непростая, да? И первая карта нам об этом и сказала. Поэтому как будто нужно поступить именно так, мои дорогие девы, как от вас никто не ждет, но себе во благо. Причем очень красиво, элегантно. Карта Верховная Жрица и карта Мага. Это именно когда от нас не ждут чего-то, и мы о себе, ну, больше тайну храним. Мы о себе много не рассказываем. Не рассказывайте о своих идеях, идеи тоже можно украсть. А в принципе, вы ведь можете решить даже какую-то, знаете, патовую ситуацию, потому что аркан мага. Маг, как известно, великий практик, и у вас, как говорится, все козыри в руках. Что из прошлого может неожиданно вернуться? Какая-то история, которая, правда, тянулась очень долго или была связана с ожиданиями. И у кого-то это по части денег. Что из прошлого? Я хотя могу предположить, что для кого-то именно по части финансовых документов здесь придется принимать важное решение. Может быть, кто-то и ждал долго документов, да, с учетом семерки пентаклей. Это мы как ухаживали, приложили уже какие-то усилия, но результата не получили. Вот тут как будто вы получаете из прошлого какую-то возможность. Но это ровно для того, чтобы взять для себя ориентиры на будущего. Но нет вас в прошлом, мои дорогие. Или как будто пространство, Вселенная, ну, вас подталкивает к выводу, что это нужно что-то завершать. Поэтому и методы новые, или, может быть, видоизменять мировоззрение даже кому-то придется. Для кого-то из вас это будет связано с далеким переездом, или как вариант вы будете продумывать, искать какие-то контакты нужных людей, или что вам для этого потребуется. И если правда, у кого-то это связано именно с перемещением, или с переездом, или со сменой работы, всегда колесница– это перемены, то здесь как будто есть смысл эту тему додумать, потому что из прошлого что-то возвращается. Это как между двух зазеркалей, поэтому аркану это карта направления будущего, причем лет на 10. Поэтому, скорее всего, может быть и решается какой-то вопрос по части финансов, или вы даже можете
искать, допустим, варианты взаиморасчетов. Может быть, это у кого-то буквально так. Или словно закрытые границы. Раньше не было возможностей. Вы здесь найдете для себя как минимум лазейку или возможность, опять же, да, решить какой-то вопрос. Причем для себя решить вопрос как и по финансам, я должна сказать, если для кого это актуально, но точно так же это может быть связано с вашей популярностью или с вашим переездом, или когда съезжается семья. Хотя я могу точно так же допустить, наоборот, и разъезжается, когда взрослые дети уезжают уже от родителей. Тут перекладывайте на себя. Что случится, произойдет в ближайшее время, в ближайшие дни с 10 по 20. Туз жезлов, какое-то известие будет у вас, мои дорогие. Какая-то информация очень важная, которая буквально делит нашу жизнь на период до и после. Я часто говорю по этой карте. И снова все то, что я сказала, эти карты просто подтверждают. Это, знаете, когда мы ищем выход, и мы его находим. Когда была какая-то путаница, точно какой-то прорыв. Будьте внимательны, и, может быть, даже для кого-то из вас правильно работать с информацией. Не случайно Верховная Жрица уметь читать между строк или уметь предвидеть на более далекий период. Слушайте свою интуицию. Она у вас будет работать, знаете, как на полную громкость. Это то, что вот голос мудрости, который, знаете, слышите только вы одни. А вот обстоятельства, которые вокруг вас, они могут быть такие еще непонятные. Тут потому что еще иногда ведь есть в некоторых колодах нулевой аркан хаос перед началом творения. Ну, еще не состоялось это творение, а вот уже какие-то завихрения пошли. Да, поэтому порядок из этого хаоса вы будете пытаться отстроить. А по сути дела это не хаос, а именно новый жизненный цикл. Давайте с вами узнаем в отдаленном будущем, что дальше. Королева мечей. Придется от чего-то как отказаться, или что-то будет не жизнеспособно. Скорее всего, тут какая-то тема, которая будет касаться именно вас самих. Или это всегда как жизненный путь. А вот и правда, вам тут придется как будто менять конфигурацию отношений, конфигурацию взаимоотношений по работе. Или решение какого-то сюжета, завершение, изящное завершение. Потому что это мы как будто думали одно, а теперь надо передумать. Более того, по этой карте на будущее есть какой-то план. Отшельник и опять же Верховная Жрица. Когда нужно поступить, когда никто об вашем плане не знает, может быть именно потому, что вы что-то готовы именно завершить. Или это, знаете, как все точки над «и» расставить. И тогда молчание вам помогает. Здесь элемент того, что вы не будете как открытая книга, и, может быть, для кого-то с вашей стороны вот такая метаморфоза. Кто-то будет даже менять имидж, как восприятие, как вас люди, точнее, воспринимали прежде. Вот вам, как будто, мои дорогие девы, нужно сломать бывший или изживший себя шаблон. Это будет сделать необходимо, но тогда и для этого какие-то, альтернативные действия потребуются. Я должна сказать, помех явных в этом не будет. Поэтому сумейте беречь самих себя. Ну и сумейте, может быть, кому-то не проболтаться, не давать обещания. Проболтаться это совсем не про вас. Но почему я так сказала? Потому что, вы знаете, что-то, ну, вы знаете, как зыбкость какая-то есть. И нулевой аркан действительно хаос. Тут пока непонятно, не просчитаешь вот какую-то ситуацию, не просчитаешь ни математически, ни логикой. Тут только можно, доверяя своей мудрости, интуиции, понимать, что вот где-то и идти по ситуации придется. Но явно душа, она мудрая, вам дает правильные подсказки. И мы это ни с кем не обсуждаем. Мы можем перепроверять или какую-то дополнительную информацию доходить, новости какие-то, да, читать или складывать как какие-то пазлы, пытаясь, ну, для себя что-то, ну, по крайней мере, может быть, в минимуме каком-то, но сделать прогнозируемо. Это все во благо. Но в основном вам тут может интуиция давать такие подсказки, которые идут даже вразрез с событиями времени, мои дорогие. Будьте к этому готовы. Тут правда какая-то ваша миссия. Поэтому, наверное, карта мага. Это очень рациональный, хладнокровный человек.
потому что интеллект всегда присутствует. И, кстати, интуиция, что такое интуиция? Это интеллект и наш прежний опыт. Поэтому у вас всего достаточно, но вот те решения, как решить и решиться, да, искусство первого шага всегда очень сложно, потому что мы ведь к чему-то привыкли. Ну, давайте с вами узнаем, в личной жизни. Вот интересно, практически как-то нам все говорят о какой-то путанице. 13 старший аркан. Здесь что-то завершается. Или, может быть, еще один аркан колесницы. Я даже не буду больше доставать карт. Когда в моих раскладах совпадают два аркана, да тем более старших, да на двух разных колодах, это действительно как знак судьбы. Посмотрите. Тебе отсюда только вперед. И я, конечно, допускаю, ведь это карта трансформации, да, перерождения, так и называется. Я надеюсь, все правильно понимают 13-й аркан. Но тут и идет какая-то внутренняя перестройка. Для кого-то переезд с семьей. Или когда обстоятельства складываются так, что продумать нужно какой-то запасной вариант. И я должна сказать по аркану колесница, тут именно вы как прима, при первую скрипку играете, потому что возничий управляет колесницей силой мысли, силой интеллекта, отнюдь не вожжами. Здесь и по части личной жизни и есть о чем подумать. Но нам опять же говорят, что какая-то история подходит к концу. Может быть, и процесс какой-то, да, внешний, он тоже завершается. Как минимум, будьте готовы к неожиданностям, мои дорогие девы. Но даже я с учетом этих двух карт, это не значит, да, меня смотрят люди, у как кто в паре, кто человек семейный. Обстоятельства, опять же, два старших аркана. Буду для вас складывать какую-то палитру событий, когда все равно, вот как прежде, уже быть не может. Тут нужно что-то видоизменить. Но у кого-то это будет именно касаться семьи. Вверху у нас двойка кубков, когда вы вместе со своим партнером, ну, как задумаете, уже совершенно новые дали, новые горизонты. А может быть, это будете переводить отношения на новый уровень. Но для тех, кто один или одна, для того, чтобы, может быть, состоялось новое знакомство, тут нужно подвести какой-то итог, как демаркационную линию под теми, может быть, взаимоотношениями, которые живут в ваших воспоминаниях, мои дорогие. И тогда свято место, говорят, пусто не бывает. Очень доброе, тем не менее, что-то завершается, и тут же начинается что-то новое. Что ждать в финансах? Четверка мечей. Нам здесь не говорят о том, что тут что-то очень быстро. И тут, кстати, деньги с картой звезда. Здесь может быть задержка, да, какая-то именно по деньгам или по документам. Ну, может быть, документы для того, чтобы эти деньги получить. Фантастика. У вас вторая карта мага выпадает. И опять же повторюсь, ну как вы можете все. Вы можете как и по личной жизни вопросы, так и по финансам согласовать. Но то, что я вот долго говорила об энергиях, да, вот что от вас потребуется. А, Тут нужно будет подходить к какой-то теме не совсем традиционно, не так, как вы это всегда поступали, в том числе и по финансам. И я должна сказать, карта мага, она свидетельствует о том, что маг, он не бывает нищий, это точно. Но, может быть, создается какая-то сложность, именно по деньгам. Или как надо, знаете, на все распределить, чтобы на все хватило. Значит, и это вы тоже сможете. Но то, что где-то это не говорит состояние о том, что мы успокоились. Нет, тут именно какая-то многозадачность у вас может быть. И я не исключаю у кого-то по личной жизни, а у кого-то и по финансам. Вот ваши контакты, работа, бизнес. Вот удивительно. Вот смотрите, у вас как что-то завершается. Вам нужно в разных сферах жизни именно поставить какие-то важные точки. И не просто не оглядываться назад, а даже, я бы сказала, тут себя перестраивать именно в будущее. Видеть не то, что на пару шагов вперед, а спросить себя, куда же я стремлюсь, куда я хочу попасть, кто или кого я вижу возле себя. Здесь именно, да, ваше благополучие вы как-то обустраиваете, укрепляете вот этот фундамент и ищете, может быть, с одной стороны, но понимаете, что вокруг обстановка меняется. И мне
действительно ничего не остается, как тоже меняться. Хочется сказать по этому аркану, мы как будто коснулись дна, но мы смогли оттолкнуться, чтобы всплыть. Конечно, это так условно я говорю, но для кого-то проиграется очень сложная какая-то ситуация, но ведь это выздоровление. Это уже избавление от боли, от страданий. Поэтому если какая-то прежняя история, которая была связана с тем, что вы чего-то не могли сделать именно за обстоятельств, то тут обстоятельства тоже меняются. Нам снова говорят карты. И на ваши достижения это явно влияет. У кого-то это будет связано с тем, что, может быть, есть какие-то договоренности с конкретным человеком. Для кого-то из вас все равно по этой карте мы должны быть аккуратны с тем, что нам обещают. Все же работает, и иногда бывает, нам обещают. Тут могут что-то переиграть, потому что королева жезлов умеет хранить тайну, и свою, и чужую. Поэтому она никому не говорит «да», вот просто так. Или она готова переиграть, мои дорогие. Она умеет правильно работать с информацией, правильно распоряжаться деньгами. Я могу точно сказать, что это как карта совет. Для кого-то из вас будет совершенно необходимо даже обратиться к какому-то лицу, именно потому что ситуация какая-то должна быть либо закрыта, либо вопрос решен. И нам придется и применить это к сведению. Может быть, даже искать подходы к какому-то человеку нам и не хочется. Но для того, чтобы, как знаете, равновесие какое-то создать, ведь это всегда карта конфликта. И карта тоже дает совет, тебе туда не надо, в этот конфликт. Но иногда, с учетом того, что вот именно первый аркан, страшный суд, мы подводим итоги, и, может быть, какую-то работу над ошибками нам необходимо сделать именно потому, что ваши позиции укрепятся. И поэтому у вас две карты мага. Поэтому даже если были какие-то отношения по работе или какие-то сложности в документах, важных, может быть, согласованиях с людьми, вот здесь какая-то конфигурация будет меняться. Поэтому вы, маги, два раза, можно сказать, для вас нет ничего невозможного решить даже самые сложные задачи. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, это правда. И я благодарю вас за вашу душевность, за вашу искренность, за добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.